Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и в этом видео я покажу вам новые баги в Тока Бока. Но на этот раз баги у нас будут очень бесячие, потому что на данный момент в игре у меня очень много именно бесячих багов. И я бы хотела вам их сегодня показать. Было бы, конечно, круто, если бы разработчики посмотрели мое видео и исправили эти ужасные баги, потому что играть вообще невозможно. Ну что ж, а если вам стало интересно, то заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки. Ну а мы начинаем! Начнем, пожалуй, с бага, из-за которого я не могу принимать бомбочки в ванне. Как вы знаете, в новом обновлении добавили вот такие бомбочки для ванны. Они взрываются в воде, и получается вот такая красота. Но, к сожалению, это работает на всех ваннах, кроме той, что стоит у меня дома. Вот, видите, я нажимаю, но вообще ничего не происходит. Кстати, интересно, здесь работает или нет? Здесь тоже они не взрываются. Почему? Очень грустно, что они не взрываются, хотя, по сути, это точно такие же ванны, но только со шторками. Следующий баг у меня происходит постоянно, и он связан с эмоциями. Используем любую эмоцию, которая не меняет цвет персонажа. И теперь используем, например, злость. Ну, что это такое? Почему у персонажа обычный цвет лица? Так, давайте все уберем и вернем нормальную злость. Подождите. О, вот, все. Так работает и с другими эмоциями, которые меняют цвет лица. Если честно, меня это очень сильно бесит. Ужасный баг. Следующая вещь, даже не знаю, баг или не баг, но, по крайней мере, меня это очень сильно раздражает. В общем, баг заключается в том, что если просто держать сковороду в руке или куда-нибудь ее поставить, не на плиту, то еда будет все равно готовиться. Ну, типа, как она готовится, если я не ставила ее даже на плиту? Ой, цвет эмоций опять пропал. Бесит вообще жестко. Конечно, это довольно старый баг, но все равно его покажу. Вот эти фигурки Hello Kitty прилипают к двери, причем к абсолютно любой. Да, вот такая вот интересная особенность этих фигурок. Ох, ну а теперь просто мой самый любимый баг в игре. Кто подписан на мой телеграм-канал, то знает, что раньше я всегда выкладывала подарки с почты. Но сейчас я перестала это делать, потому что у меня больше не работает почта. Каждый раз, когда я просто в нее захожу, у меня вылетает из игры. И этот баг у меня продолжается уже около месяца. Меня это очень-очень сильно бесит, потому что я больше вообще не могу зайти на почту и забрать подарки. И единственный выход из этой ситуации — это просто удалить игру. Но тогда у меня следит весь прогресс, все мои персонажи, дома и так далее. А я только недавно сделала новый дом для Доры и Джонатана. Так что, ребят, это просто ужасно. Еще есть довольно странный баг в больнице с этим котиком. Этот кот у вас будет в одежде, но чтобы баг сработал, нужно его переодеть в такие же подгузники. Так вот, если поднять этого кота-доктора на второй этаж по лифту, то у него пропадет вся одежда. Но лучше не стоит пробовать, а то вдруг вы не вернете одежду, и ваш кот навсегда останется голый. Зайдем в бесплатную пекарню и возьмем отсюда бесплатную оранжевую подставку для приборов. Так вот, если мы дадим в руки персонажу эту подставку, выйдем из локации и теперь обратно зайдем, то приборы в нашей подставке вот так перевернутся. И даже если мы их достанем, они все равно будут перевернутыми. Недавно в игру добавили бесплатную арахисовую пасту. И да, с ней тоже есть баг. Смотрите, обычная арахисовая паста желтого цвета. Но если ее с чем-нибудь соединить, она становится черной. А еще у нас чернеет вот такая маска для лица. Ее есть два вида, вот такая светленькая и черная. Но если мы возьмем белую маску в руки, то она моментально становится черной. Друзья, вам не кажется, что это как-то очень-очень странно? А это просто мой самый любимый баг, из-за которого пропадает панелька и предметы просто летают в воздухе. Меня очень сильно это бесит, потому что такой баг появляется часто и просто мешает мне обустраивать. Пила в правой руке персонажа лежит неправильно. Выглядит это даже немного жутко. Этот баг мне, кстати, очень мешал снимать мое предыдущее видео. Кстати, если вам интересно, то обязательно посмотрите наш влог с Джонатаном, где мы узнали, кто живет у нас на чердаке. Было немного жутко. Ух. Ну ладно, давайте смотреть баги дальше. А на свалке вот этот черный ящик прикрепляется на вешалке. Не сказала бы, что это какой-то бесячий баг, но все равно он есть, поэтому вот вам показываю. Следующий баг. Посмотрите, как красиво у меня здесь висят халатики. Но когда я выхожу из локации или передвигаюсь между этажами, то они у меня заходят за зеркалом. И поэтому мне приходится их вот так постоянно поправлять. Да, такой тоже вот баг, который портит мне весь вид моей ванной комнаты. Давайте достанем из креатора вот такой красивенький розовый стеллаж. Теперь ставим сюда еду в упаковках, например, мороженое. Можно также макароны, вот такую штучку. Кстати, смотрите, она лежит, хотя должна стоять. Можно еще вот такое мороженое. И если мы откроем всю эту еду на полочке, то она у нас будет лежать перевернутой. Да, вот такой вот офигенный баг, так что, ребята, если будете использовать этот стеллаж для еды, то лучше не стоит, поверьте. А еще у меня есть небольшой баг, связанный с лифтом. Как видите, у меня здесь стоят предметы, вот такая скамеечка и растения. Теперь давайте поднимемся на второй этаж. И пока лифт едет, я могу с него забирать своих персонажей или предметы. У меня это происходит постоянно и очень сильно бесит, когда я хочу просто прокрутить в другую комнату, а вместо этого случайно достаю растения из лифта.
Еще есть такой баг, что на втором этаже я не могу поставить предметы впритык к стене. И они у меня стоят буквально посередине. Я не знаю почему. Хотя на первом этаже они у меня ставятся, а здесь нет. Это тоже, не очень красиво смотрится. Если перевернуть этот уличный фонарь у бассейна, то он забагуется. Да, если честно, это немного мешает обустройству. Почему-то есть такой баг, что на все холодильники сверху можно что-то поставить, кроме бесплатного. Просто сюда вообще ничего нельзя поставить. Хотя есть одна такая небольшая хитрость. На бесплатный холодильник можно что-нибудь поставить, если его сначала открыть. А так туда ничего не ставится. Еще один баг, который тоже меня очень сильно бесит, это то, что в моем доме постоянно что-то шумит. Вот смотрите, сейчас довольно тихо, да? То есть нет никаких звуков, все хорошо. Но если мы пойдем на кухню, то здесь сразу появляется какой-то шум. Вы слышите? Хотя у меня нет приборов, которые могли бы издавать этот шум. То же самое у меня и на втором этаже в комнате Доры и Джонатана. Мне кажется, что это баг, потому что реально вот здесь, например, в этой комнате шума нет никакого. А вот здесь есть. Хотя, может, это просто соседи шумят. Или Крампет Доктор что-то натворил. Для следующего бага нам нужно достать вот такую пробковую доску. Теперь возьмем вот такой страшный конвертик. И если листочки из этого конверта прилепить на эту пробковую доску, то они останутся с булавками. Такое получается не всегда, но у меня, как видите, получилось. В креаторе есть вот такое растение в форме луны. И в руках персонажа оно, к сожалению, багуется. Оно просто летает, и из-за этого предмет невозможно держать нормально в руке. Выглядит очень некрасиво и странно. А еще, как вы знаете, у Доры есть вот такой вот складной красивый телефончик. Я забрала его на почте, и казалось бы, какие с ним могут быть баги? Но даже с этим телефоном есть баги, друзья, поверьте. Смотрите, вот сейчас он очень красивый, здесь так лежит на полочке, никому не мешает. Но если я опять-таки выйду из локации или буду перемещаться между этажами, то мой телефон раскладывается вот таким образом. Ладно, если бы он просто стоял на полочке, но это очень сильно заметно, и меня это тоже бесит. Постоянно приходится поправлять телефон. Ну что ж, солнышко, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее видео. Пишите в комментариях, какие у вас есть баги в игре Тока Бока и бесят ли они вас. Ну а также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. А еще не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю и всем пока-пока.